Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за понедельничным спиваком. Он берет и приходит, наступает, как дети в школу. Пошел наш прямой эфир прямо сейчас. Присоединяйтесь, ставьте лайки. Дмитрий, я вас приветствую. Приветствую тебя, Саш. Ну, во-первых, детей в школу я действительно сегодня отвел. Поэтому с 1 сентября всех, с Днем Знания, во-первых, с окончанием лета, во-вторых. Одна певица уже спела, вот и лето прошло, второй чувак сейчас подоспеет, споет нам про 3 сентября. А я хочу всех как бы, ну не то что поздравить, но просто отметить, что с первым днем осени 2025, которая, мне очень хочется в это верить, принесет всем нам, живущим в Украине и не только, долгожданный мир. Вот, детей отвел, отчитаться могу, значит, все сделал, в аренду сдал младшее поколение, значит, системе украинского образования. Все, гимн, все как положено, все это было. Рад, что в понедельник мы снова встречаемся. Как обычно, мы с тобой встречаемся почему-то в те даты, когда в мире происходят глобальнейшие события. Ну и я надеюсь порадовать твою зрительскую аудиторию или наоборот огорчить твою зрительскую аудиторию, потому что я иногда себя чувствую в вашей зрительской аудитории некой такой белой вороной. А себя, мне это иногда нравится, иногда доставляет удовольствие. Наши такие вот дискуссии, споры, все за, а Баба Яга против. Я так чувствую, что я обычно с другой точкой зрения, нежели привычная для твоих эфиров, но это тоже приятно. Поэтому я готов. Поехали. Да, друзья, формат эфира прост. Все как всегда. QR-код, который видите на экране, возможность и канал поддержать, и вопрос задать, написать. Ну, это как бы спасибо всем большое, что поддерживаете. Супер стикеры, супер чат. Вот это все как бы влияет, да, на атмосферу и, скажем так, благодушность эфира. Но на самом деле будем говорить сегодня о серьезных вещах, и свои вопросы, конечно, можете задать и в клубе, в закрытом клубе телеграм-канал Шелест, и в сообществе YouTube, и непосредственно в чате трансляции, к которому мы в конце в самом обратимся, поэтому далеко не уходите, пообщаемся 100%, и думаю, что есть о чем пообщаться. Но для начала, как говорится, для затравки, предлагаю опрос, ну, а позже, да, мы с вами подведем итоги перед вашими ответами на ваши вопросы. Вступит ли Украина в ЕС? Вот четкий вопрос. Сегодня, значит, проявился Янукович, такой загорелый, с новыми зубами, ну, постаревший видно, но тем не менее, скажем, да, и рассуждал о том, что он действительно вел страну в Европу, но был категорически против НАТО. И вот, исходя из этих его соображений о делах давно минувших дней, зачем его выпустили в эфир, наверное, Дмитрий, вы прокомментируете, но все-таки по сути. Вступит Украина в ЕС? Да, однозначно. Нет, поматросят и бросят. ЕС к тому моменту развалится. Или все беды от этих ваших ЕС и НАТО. Ну, два варианта, и последний вариант больше эмоциональный, но вот по сути, какие мысли у вас по этому поводу, Дмитрий? Ну, если коротко, то если ЕС не прикажет долго жить, как сегодня приказывает долго жить однополярный мир, и если структура Европейского Союза в том или ином виде сохранится, а Украина в поствоенное время в течение 3-5 лет осуществит серьезные фундаментальные реформы своей экономики, там, коррупционных каких-то действий и так далее, судебной системы, правовой системы, то рынки Европы, конечно, очень нужны для Украины, и мы можем где-то и находиться вместе. Хотя ровно 50% стран ЕС категорически против нас туда пускать. Вот, это первый, такой мой ответ. Я не уверен, что ЕС сохранится в его нынешнем виде, в котором мы это видим. Там Урсула фон дер Ляйен, брюссельская вот эта дипломатия, созданная глобалистами, она будет видоизменяться. Более того, посмотрите на социологические исследования во всех европейских государствах, лидерах стран ЕС, где практически на первое место выходят правые партии-консерваторы. А это означает, что если в ближайшие 2-3 года в Европе правые консервативные силы придут к власти и заменят леваков,
то Брексит, созданный в Лондоне, может распространиться по всей Европе, и все это будет видоизменяться. Да и Дональд Трамп в ближайшие 3 года, а его политика такая, он не любит, не признает, не понимает, что это такое ЕС, и говорит, мне вот, пожалуйста, с каждым отдельным лидером. Кстати, интересно, извини, Саша, это интересные вещи. Значит, как бы еще покойный Киссинджер, когда был жив, что-то там про ЕС говорили, там вот ЕС, вот сейчас, да, это сила такая, да. На что Киссинджер своего собеседника задал один вопрос. Окей, я все понял, кому звонить? Ну, как бы, с кем решать вопросы? ЕС это я понял, кому конкретно звонить? То есть и американцы, и в мире мы сегодня видим, сейчас перейдем к этому, что в мире все привыкли, что надо с кем-то решать вопросы. Так строится геополитика. Вот, теперь про Януковича. Достали его из нафталинового такого сундука, вот. А я уж не знаю, кто его достает и нахрена, ну, кто понимаю. А вот нахрена не очень понял. Если его готовят к каким-то выборам украинским, то это зря, лучше бы его засунули обратно в этот, значит, сундук. Ну все, это все, что я хочу сказать, потому что комментировать слова Януковича о том, чего, куда он кого вел 12 лет тому назад, ну, чего об этом комментировать? Куда-то вел, в Европу вел, попал в жопу. Ну, вот как бы так. Больше о Януковиче говорить ничего не хочется, потому что он ни на что не влияет, и я надеюсь, никогда более ни на что влиять не будет в государстве Украина. Ну и в России тем более, поэтому его иногда достают, что-то он говорит, и годика на 2 опять туда в сундук, чтобы он там загорал. Деньги есть, у него все хорошо, грузовики вывез, чего-то у него там, вся жизнь в слепом трасте. Поэтому хрен с ним. Нет, ну, его показывают перед какими-то глобальными изменениями. Сегодня вот перед нашим эфиром появился комментарий Ушакова, помощника Путина, о том, что действительно на Аляске о чем-то договорились, но, в общем, никаких предметных... В общем, договорились, как действовать по Украине. Да? И эти договоренности, они вот соблюдаются. Сегодня вот этот канал уже, ну, последующего после Януковича президента Порошенко, сегодня, ну, видимо, наверное, так кошки скребут на душе, так вот этого редактора, который титры пишет, да, они поставили картинку из ШОСа, общей фотографии, обрезали ее там всяческим образом и написали, вот вам как бы изоляция мировая на лицо. Много ШОСа, много ожиданий. А кто кого изолировал на фото у Порошенко? Ну, видимо, Путин Си Цзиньпина, или наоборот, Си Цзиньпин Путина. Или наоборот? Именно этот Так, кусочек понял. они взяли, фрагмент фотографии, а на самом деле была огромная эта фотография. Большое международное событие, безусловно. И очень интересно выглядит все то, что происходит. Потому что когда ШОС, да, вот я помню, был саммит БРИКС, и там новая валюта, новое объединение страны. Сейчас то же самое, только в ШОС. В чем разница и как мы со своей войной, со своим вот этим копьем, да, которое там обратил Запад в сторону, ну, туда, на восток, как мы выглядим на этом празднике единения Китая, Индии, России и еще десятка государств? Первое про Ушакова. Ну, во-первых, он там присутствовал, поэтому он знает, что на Аляске были достигнуты договоренности. А я там не был, но во второй день сказал, что все видно. Ну, они обо многом договорились. И есть два показателя. Я так говорил, как бы, ну, аргументируя свое мнение, что там по большому кругу вопросов у них появилась договоренность, кроме как по Украине. Вот тут я не верю ни Ушакову, никого, пока нет никаких договоренностей. Они хотели бы, но пока не знают как. А все остальное, да, есть. Почему, говорил я тогда? А потому что это уникальное явление. Когда встречаются два президента, Трамп и Путин, особенно в такой ситуации, особенно после многолетних, так сказать, да, и никто, ни Кремль, ни Белый дом, ни пронырливые журналисты какого-нибудь Вашингтон-Пост, никто
не рассказывает, о чем же там вообще разговаривали. В машине, на свежем воздухе, не на свежем воздухе. Вы заметили, что итогов Аляски, а это 3,5 часа разговора тет-а-тет практически, да, ну там, с участием близких людей, вообще никто. И поэтому я сказал, да, конечно, они обо многих вещах договорились, а это отдельная тема, не буду сегодня об этом. Сегодня мы ШОС. Значит, твой вопрос звучит так, где тут мы и как мы выглядим. Ну, в данном аспекте ШОС мы нигде и никак мы не выглядим. К сожалению, это одна из глобальных карт, которую разыгрывают. Так сложилось. И мы должны это понимать. Вот, значит, это первое. Второе, ну, про Порошенко, да, как бы, ну, что о нем, я уже о нем все сказал многократно. Я никак, знаешь, борюсь с собой, Саш, чтобы в эфирах каждый раз не задавать один вопрос зрителям. Как бы, да, обращая их внимание, насколько нас всех приучили жить в мире клише, в мире вот таких лозунгов и постанов. Ты же помнишь, что да, мы живем в формате, когда, значит, власть Януковича, ну, как бы практически в учебнике оно вошло, злочинно Влада Януковича. Злочинно Влада объясняют почему, что, чего, как и так далее, и так далее. И у меня никак, я не могу, власти Порошенко, це злочинний был режим, чи ні? Це злочинна влада чи ні? Я вважаю, що так. Влада Порошенка 14-19 рік це злочинна влада. И я много раз говорил, почему я так считаю, на цифрах, на фактах и так далее, и так далее. Вот, значит, теперь ШОС. Смотрите, друзья, на саммите в Казани, на саммите БРИКС в Казани, я сказал, что это начало конца однополярного мира и тотальной монополии мировой власти, тотального доминирования одной страны в роли глобального мирового полицейского. Сегодня я могу сказать, что 1.09.25 года однополярный мир закончился де-факто и де-юре. Сегодня наступает пятилетка, дай бог, чтобы раньше, и не дай бог, чтобы дольше. Я думаю, 3-5 лет поместится. Пятилетка такого многополярной турбулентности. Потому что начинается, и эту схватку, начинается схватка, такое системное перераспределение сил. Собственно, это легко читается в выступлении Си. Я скажу, почему сегодня его звездный час. Он продемонстрировал, лидер Китая, появление де-юре, де-факто, как угодно, альтернативного такого центра силы, где речь идет не только о военной силе, это контроль рынки, цепочек поставки, финансовые услуги и так далее. Ну и вот этот треугольник, сейчас его назовут там ось зла. Ну, у нас есть уже ось зла. Ну, туда еще Индию сейчас добавят, ну, скажут ромб зла, пятиугольник зла, ну, неважно. То есть Китай, Россия и господин Моди, которого в объятия Китая и России толкнул лично Дональд Трамп, допустив, ну, мне кажется, глобальную ошибку с этими пошлинами, с Индией так не играют. Сегодня начинается такая трансформация мировой экономики. Это зафиксировано на ШОСе. Это первое. Второе. Я сказал, что сегодня звездный час Си, потому что посмотри, как все по ранжиру. С одной стороны, не было красных дорожек. И где-то Си показывает тому же Путину, что не будет тут красной дорожки тебе, а всем остальным нет. Это, мол, тебе не Аляска, это вы там себе. А с другой стороны, берешь фотографию, Путин по правую руку, значит, от Си. Вот так красавцы они такой баланс, то есть он демонстрирует, лидер Китая, что он сегодня становится или уже стал сегодня реальным лидером, формальным, неформальным лидером глобальной такой юго-восточного острова геополитического, который открытую бросил перчатку Трампу. Более того, Саш, сегодня Трамп рефлексирует, его даже не смогли, так я понимаю, сдержать его помощники. Он сегодня такое наговорил там и про Индию, и про всех, то есть он взбешен. Он понимает, что он допустил ошибку. Второе. Нарендра Моди и вот эти обнимания с Путиным, это обнимание для Дональда Трампа. Мы же знаем, что после введения пошлин
50% Индии, после попытки Трампа сломать их через колено, это просто говорит о том, что Трамп не изучал индийскую культуру. Индийцы готовы торговать с кем угодно. И со Штатами обязательно будут торговать. И сотрудничество наладят. Но только до того момента, пока кто-то извне не пытается играть на их чувствах национального достоинства и национальных интересов. Здесь бесполезно. Здесь глухая стена и полуторамиллионное государство, шестая экономика мира, ну, с ней так нельзя, как попытался Трамп. И поэтому господин Моди настолько тепло вот это вот с Путиным, ну, как бы да, это вот по показатель. Это стратегическое партнерство. Дальше. Значит, Трамп же толкнул Индию туда. Хотя задача была другая. Задача внешней политики Соединенных Штатов Америки через Индию была расколоть БРИКС. Говорим расколоть БРИКС, подразумеваем расколоть ШОС, значит, расколоть, значит, и сыграть на противоречиях Индии, Китая и так далее. Дональд Трамп, к сожалению, добился диаметрально противоположных вещей. Дальше. И многие недооценивают возможный будущий экономический союз России и Индии. Потому что ну, мы все говорим Россия-Китай, Китай-Россия. И как-то вот Индия третья. Ребята, я могу вам сказать, что у русских и у Индии гораздо больше общего, чем у России и Китая. Там и ментально, и культурологически, и языковые там, как бы, да, и история, и территории, и Индия очень заинтересована в энерго... То есть там все в порядке. Более того, Индия стала шестой экономикой мира, ну, собственно, благодаря войне в Украине и тому, что Россия вынуждена продавать было огромное количество нефти, подсанкционной нефти со скидкой, ну, собственно, Индия на этом и разбогатела. Дальше. Индия и Пакистан, два врага, разыграли фантастическую партию. Одни не пустили вступить в ШОС азербайджанцев, вторые не пустили вступить в ШОС Ереван, Армению. Интересная история, как будто по нотам, да, вот как делается политика, интересно. Ведь и президент Пашинян, премьер, извини, и Алиев приехали туда, ну, чтобы, собственно, вот, да. А им говорят, не-не, вы пока не готовы, мы против. Кто пойдет против Индии в решении такого вопроса? Значит, пока в очереди. Дальше. Турция. Вы заметили, что ушел вот этот вот флер Реджепа Таипа Эрдогана? Был момент, когда он был, ну, вот на взлете. Ну, действительно, это было видно. Везде Эрдоган, на Ближнем Востоке Эрдоган, значит, посредник Эрдоган нету. То есть он как бы, почему? Ну, потому что в ШОС, БРИКС и в этой всей тусовке, а это Китай прежде всего, Индия и Россия, ну, понимают, что говорим Турция, подразумеваем бриты. Значит, возвышаем Турцию в геополитическом измерении, значит, возвышаем бритов, уши которых, ну, как бы все понятно. Кстати, эти же уши и в Баку. Поэтому пока сделали паузу. Дальше. О чем сегодня договорились? Я не буду там выступления Си, я уже в двух словах сказал. Си Цзиньпин начал сегодня формирование будущего многополярного мира, перераспределение сил влияния. А вот договорились вот о чем. Что такое глобальное управление? Вот над чем ломают головы все. Это какая-то Глобальное новая управление. глобализация, только с таким, ну, немножко узкоглазым прищуром азиатским. Это новый вид глобализации, но не с тем пониманием, как мы к этому привыкли за последние 20 лет, когда господа Клинтоны и будущее его поколения пришли в Америке к власти. То есть это глобализация, но не такая, что BlackRock является главным на планете, условным, да, а значит, ну, допустим, там Facebook круче ТикТока, а там, значит, Amazon круче, там, ну, понимаешь, да? То есть идет речь о том, что новый вид глобализации на основе новых межгосударственных взаимоотношений. Сразу же после этой речи идет речь о создании банка ШОС. Многие сейчас скажут, да уже ж был банк БРИКС, что они там доллар похоронят. Ребят, это очень узкоглазое, узкопрофильное такое понимание. Банк ШОС и банк БРИКС не создается для того, чтобы доллар завтра
закончился. Доллар не закончится. Это большая история, не хочу тратить время и объяснять, почему доллар пока не закончится. Банк ШОС и банк БРИКС создан для того, чтобы противостоять экономическому давлению США, ну и Европы там, да, которые в подмастерьях, в виде санкций и пошлин. То есть переход стран, участников ШОС и БРИКС, пусть постепенно, пусть в каких-то процентах, пусть в торговле друг с другом, а это глобальные рынки, потому что только Китай и Индия это 3,5 миллиарда населения, ну так, на секундочку, да. Так вот только переход внутри этого на национальные валюты, ну согласитесь, подрывает определенную, ну такую, да, как это сказать, глобализацию доллара. А если ее чуть-чуть подорвать, то выйдет наружу глобальные долги самой Америки. У них колоссальный внутренний долг, 36 триллионов, но их величие заключалось в чем? У них печатный станок, печатай сколько хочу, а инфляция не растет. Потому что инфляцию они распространяли на весь мир, потому что долларом пользовался весь мир. Есть такое понятие инфляция на экспорт. Вот в чем глобальная ситуация. Сегодня показательно заговорили о создании, значит, ну, вот этого банка ШОС. Ну и кратко, я понимаю, это же не лекция, вы все и так все понимаете, я просто фиксирую какие-то моменты. Украина. Я глубоко убежден был всегда и сегодня в очередной раз нахожу подтверждение, нам следует пересмотреть свой подход и свое отношение во внешней политике к глобальному югу, глобальному востоку. Это сила, она глобальная, ее, так сказать, да, и опираться только влево, ну, я не понимаю. Более того, скажу вам так, гарантия безопасности для нас без них может превратиться в профанацию. Сегодня мир устроен так, нам не могут вот страны одной стороны прогарантировать мировую безопасность, если страны другой стороны по каким-то причинам с этими гарантиями не согласятся. Значит, это путь в продолжение войны. Если нас интересует путь к реальному, очень долгосрочному миру, ну, надо... И Европа. Ну, Европа на их фоне, на фоне вот этих, что там происходило, она вообще становится демонстративно несубъектна. Она очень труслива и зависима. Спросите меня, что я так решил? Один момент. Европа ж сломалась быстро и легко, подписав с Трампом торговое соглашение, ну, которое является экономической капитуляцией. А Индия нет. Сказала, вводите пошлины, вводи, выстоим. И Моди начал, вот этот вот пожилой Моди, почти диктатор Моди, начал серьезные реформы. Я разговаривал там с экономистами, которые изучают индийскую экономику, там и с НДС, и с отечественным производителем, там начались серьезные экономические реформы под условным понятием «покупай индийское». Ну да, когда-то покупай американское, покупай индийское. То есть Моди сказал, окей, мы выстоим, а Европа ничего не сказала. Поэтому там слабые лидеры, они очень легковесные, и поэтому все дальнейшее, что ты меня сейчас будешь спрашивать, Европа, четверг, Париж, что там сказал мэр, что там сказал Макрон, не очень интересно тем, кто будет вершить глобальную политику. Единственное, отвратительно в европейской политике то, для меня, наверное, украинская власть со мной не согласится, это то, что они настолько откровенно не хотят, чтобы здесь закончилась война, они уже настолько проявились. Мерц кричит каждый день, война будет долго. Поляки кричат, если сейчас уступим, значит Путину, то скоро нападет. Ну, страны Балтии там, это я понял. Значит, сейчас Макрон что-то будет говорить. Стармер пока как-то в тишине. Я объяснял, почему Стармер чуть-чуть притих, потому что идут глобальные там, договоренности между Трампом и глобальными финансовыми элитами. И мне представляется, что где-то к зиме будут изменения в Федеральной резервной системе. Поэтому Стармер пока, ну вот пока держит паузу, хотя думаю ненадолго. Но самое отвратительное и мерзкое в позиции Европы не то, что они там кричат за нас, а то, что они ничего и ничем не могут нам помочь, а толкают нас на войну. Уже все сказали, войск не будет. Хотя это и так понятно, какие войска, кто там будет воевать. Уже все сказали, что российские активы, замороженные в Европе, нам не передадут.
потому что они защищены, эти активы, там, глобальным международным правом, и никто с европейцев не будет, ну, не передадут. И уже все сказали, что, значит, нам, так сказать, долги не спишут, системами Patriot нас не осчастливят, да, тысячи ракет, ну и так далее. То есть Европа. Но если вы ничего не можете реального, то сколько же можно этой политической трескотни, которая толкает нас на продолжение войны. А война на истощение – это война денег. Так вот я могу точно сказать, ну это же это же история так, да? Война имеет или быстротечность, кто-то выиграл, кто-то проиграл и капитулировал, или война переходит в систему, когда никто не выиграл, никто не проиграл, военным способом, и она переходит в систему долгой такой войны на истощение. Там обычно заканчивается раньше плохо для того, ну, у кого меньше ресурсов. Человеческих, финансовых, военных, политических и так далее. Ну вот, пожалуй, и все. И еще, Саш, знаешь, что меня удивляет? И я вот хотел бы пару слов сказать. Это когда пол Украины негодуют на Дональда Трампа, оскорбляют его. Вот я так открываю соцсети, пишут там, ну, в общем, гадости пишут про него, чуть ли не вассал Путина. А почему так пишут? Почему, так сказать, да? Почему недовольны Трампом? Пол Потому Украины что, и ну как же... президент Португалии. Тот вообще И говорит, ну президент Португалии, агент да. Окей, Краснов. ну, да. После того, как президента Португалии там подъебнули в Белом доме, значит, ну, скажу зрителям, может, не все знают, там на встрече президента Португалии и Дональда Трампа тот что-то раскорокорился, а Трамп ему сказал, говорит, а смотри, у тебя же там в Португалии есть игрок такой футбольный, Рональдо, вот, баллотировался в президенты, ты бы ему точно проиграл. Ну и как бы, да, такая история. И поэтому сейчас... Дело не в этом. Мы чего наезжаем на Трампа? Что требуем? Мы от него требуем, чтобы он, блядь, вот это ударил по-русски. Скажите мне, пожалуйста, Дональд Трампу, ему это зачем и какова цель? Когда Джей Ди Венс, вы же прислушиваетесь, это же уже не Трамп, это Джей Ди Венс. Когда он уже четко сказал, причем в отличие от Трампа, который разговаривает эксцентрично, Джей Ди Венс подбирает каждое слово. Он такой системный политик. И я вам даю 80 из 100, если ничего не произойдет, это будущий глава Белого дома. Джей Ди Венс сказал, мы не понимаем, куда отправлялось такое бабло администрации Байдена с непонятными целями. Так вот, что будет делать Трамп? Первое. Его задача наладить экономическое партнерство с русскими в противовес Китаю. Потому что если он этого не сделает, то он получает войну здесь, он получает противостояние с Китаем, он теряет Индию. Вопрос, нахрена оно ему надо? Чего же мы на него обижаемся? Он разве нам обещал что-то? Он шел на выборы, сказал, я приду, закончу войну. Как, неважно. Дональда Трампа не очень интересует, где находится линия Запорожской области. Он вообще не знает, где это. Дальше. Что будет делать Трамп сегодня? Провоцировать Китай на конфликт. Ему это очень надо. Что-то там спровоцировать. Так действовали всегда американцы. Им нужно, чтобы там, в той зоне, где растет или уже вырос их конкурент по экономическому влиянию, чтобы там что-то зажглось. Тогда, во-первых, можно скупить активы по дешевке. Зажглось в военном смысле этого слова. Да, конечно, конечно, нужно, чтобы что-то продолжало там, чтобы не было стабильности там. Потому что внешняя политика Соединенных Штатов уже 2 века действует по принципу. Есть одно место стабильное на планете, и они правы, это действительно так, это США. Все, там нет войн. Поэтому деньги туда, поэтому банки туда, поэтому фонды туда, и лучшие умы тоже туда. И доверие туда. Где храним деньги, там. Где храним это, там нет войн. А здесь мы зажигаем и припускаем экономический рост. То есть Трамп будет провоцировать Китай. Трамп будет покупать, на мой взгляд, благосклонность Индии. Это можно сделать, индийцы, ребята. Надо торговать себе, супер, во. Трамп пересмотрит сейчас позицию свою по Индии. Третье. Трамп будет находить партнерство с русскими. Это то, о чем вот они, наверное, договорились. Арктика, Северный путь, Северный ледовитый океан.
И, конечно, Трамп, судя по всему, продолжит перекраивать политическую карту Европы. Почему Трамп не наезжает на Путина? Первое. Он должен сохранять геополитическое равновесие. А наезд стопроцентными пошлинами на Россию никак не решит задачу Трампа. Россия не капитулирует и как-то выстоит. Трамп получит войну и отсутствие партнера, и еще более сближение русских с Китаем. Нахрена это нужно Трампу? Он прагматик и он бизнесмен. Северная Ледовитый, который соединяет самых два глобальных индустриальных пространства, ну, ему очень нужно. А еще больше Дональду Трампу нужны нефтяные компании американские на российском рынке, а еще больше Трампу нужно, чтобы догнать Китай, это редкоземы российские. Ну и экономическая выгода партнерства для Трампа, она осязаема, она в цифрах. А то, что хотим мы от него, Трамп как бы не может осязать. И четвертое, главное, если вы прочитаете или изучите всю внешнюю доктрину США на сегодняшний день, там черным по белому. Россия для них не опасна. Она для них не конкурентна, для Америки. Китай опасен, и Китай значит, конкурентен. Россия для США в глазах администрации Трампа это конкурент в каких-то вопросах, может и партнером стать. Почему нет? Вот, если понимать логику действий команды Трампа, то мы перестанем на него обижаться, как детский сад. Более того, а почему мы обижаемся на Трампа, который ничего нам не обещал, и почему мы не точим копья на администрацию Байдена, которая нас кинула? Ну, Кинула потому во что всем. В администрации деньгах, Байдена уже вооружении, нет. в НАТО и во Ну, всем. смотрите, этого уже нет. Их нет. Тут появился недавно в подкасте Салливан. Слушайте, так похорошел, посвежел. То был такой какой-то заморыш. Видимо, ездили там на нем, когда был советником национальной безопасности. А тут прям отдохнувший вид у него тоже рассуждал о мировой безопасности. Как вы относитесь, ну, к таким рассуждениям о том, что вот ШОС сегодняшний, да, Трамп, нас ждет, понятно, 4 сентября, это коалиция желающих, вы уже сказали, что поедет, ну, есть уже информация, что поедет Зеленский, там непонятно, Трамп будет или не будет Трампа, то есть никто не может сейчас точно сказать, но вроде одни ждут, другие не ждут. Как вы относитесь к версии, что, в общем, может большая сделка состояться между Трампом и Путиным осенью, вот уже в ближайшее время? Причем, значит, говорят, что вот путь как раз-таки к Украины к миру открылся и в том числе на сегодняшнем ШОСе, вот на сегодняшнем форуме. Причем интересно, что, ну, значит, определенная деэскалация может наступить в отношениях Китая и США. И как бы Китай может, ну, так, поддержать вот эту большую сделку. И Индия может поддержать. А Украину просто, ну, в общем, разыграют в этих торгах. Но обо всем договорятся вот уже в самое ближайшее время. Поэтому, собственно, Трамп пропадает куда-то на неделю. Ну, имеется в виду публично. Не показывает, не выступает его. Ну, так фотографируют так в машине с клюшкой для гольфа, да и все. И поэтому сейчас, в общем, мечется Европа. Ссорятся между собой. Урсула говорит, войска давайте отправлять. Писториус из Германии вышел, говорит, Урсула, ты кто такая? Урсула, ты не имеешь права вообще этим распоряжаться активом любой страны, любого государства в ЕС. Ты кто? Администратор. Вот администрируй. Какие войска? Куда отправлять? То есть все идет к этой большой сделке. Какие ее очертания сейчас видны, с какого ракурса, если посмотреть, то можно примерно понять, что это будет. Ведь сегодня, опять, это же было в субботу, Герасимов докладывал по направлениям, там, что к чему, и вот только сегодня увидели, что у него там карта висит, своеобразная, с разделом Украины, с Николаевым, с Одессой, ну, как бы Украина без выхода к морю. Так будут договариваться. Первое. Мы с тобой в программе
практически никогда не комментировали, что говорит Сырский, и поэтому не надо комментировать, что сказал Герасимов. Идет война, это два военачальника, военная пропаганда тоже очень важный аспект. Поэтому что там Герасимову нарисовали? Ну, могли нарисовать, что их войска заходят на Марс куда-нибудь, да, Нет, ну на давайте, побережье Тихого давайте океана. для справедливости. У Буданова тоже несколько раз карта мелькала с разделенной Россией Да, на да, кучу да, пожалуйста, частей. да, окей. То есть Сырский, Буданов, то есть наши военачальники, российские военачальники. Я никогда это не комментирую, ну потому что это частичка, ну, военной пропаганды в том числе. Слушайте, идет война. Мы говорим о геополитике, давайте говорить о политических составляющих, а не что сказал Герасимов. Это сюда к этому не относится. Это идет психологическое давление, чтобы вот мы с тобой вместо серьезного говорю, ох ты, смотри, они там зарисовали квадратиками Не Николаевскую согласен Одесскую с область. вами, Ну, не зарисовали. согласен с вами. С чего ты не согласен? Не согласен. Тема обмена территориями звучала с Мгм. уст Трампа не единожды. Уитков тоже что-то же сказал Отвечаю, Ермаку. отвечаю, отвечаю. Если у тебя есть пачка жвачки, а у меня есть апельсиновый сок, то мы можем обменяться. Но мы с тобой не можем обменяться тем, чего ни у тебя, ни у меня нет. Поэтому обмен территориями условный может быть только тот, в тех границах этих территорий, которые на сегодняшний день кем-то временно оккупировали, кем-то удержаны и так далее, и так далее. Невозможно меняться тем, чего как бы вообще не обсуждается. Поэтому Николаевская, Одесская область, она вообще никем не обсуждается. Значит, это первое. Второе. Большая сделка Дональда Трампа и Владимира Путина, о которой ты сказал и говоришь уже 7-й месяц, невозможно, на мой взгляд, без учета позиции вот этой вот Европы. Вот такой, какая она есть. Почему? Объясню. Трамп может сколько угодно унизить Европу. Унизить может, оттолкнуть ее от себя не может. Потому что если он ее оттолкнет, они пойдут в Китай. И он это понимает. И он вынужден с ними считаться. И поэтому коалиция, как ты ее назвал, ну все ее называют, коалиция желающих, а я добавляю, ну мало чего могущих, собираются для того, чтобы еще раз и еще раз и еще раз, чтобы не дать как раз возможности Трампу и Путину договориться, но не по Украине. Европу не интересует Украина. Европу интересует, кто сядет на вентиль Северного потока-2, кто будет главным поставщиком газа в европейские дома. Потому что европейским лидерам нужно идти на выборы. И от цены условной на газ будет зависеть, Макрон станет президентом еще раз или будет на пенсии. Я условно говорю. Поэтому вот для чего коалиция. Они не дают, они мешают. Я про Урсулу и про Каю Каллас вообще не говорю. Абсолютно бессмысленно. Они слабые, они не субъектные, но они сопротивляются. 500-миллионный рынок. Они хотят, так сказать, воспрянуть. Они хотят о чем-то договориться. Второе. Невозможно, Саш, большая сделка на двоих сегодня. Вот на троих возможно. Она еще не созрела. А Трамп и Путин могут договориться о каких-то концептуальных вещах, но это не будет называться большая сделка. Потому что большая сделка не может быть только про Украину. Нам так хочется, чтобы весь мир вращался вокруг нас. Понятно, я все понимаю. Но большая сделка это же не только об Украине и даже не только о Европе. Вот смотри, корабли Соединенных Штатов Америки пошли к берегам Венесуэлы. Это будет в большой сделке? Ну, Венесуэла, Мадуро. Мадуро наш или будет кто-то там ваш? Или наш? Или общий? Это же будет в большой сделке? Будет. Что делать с бразильским товарищем Лулу да Сильва, которая мутит воду в Латинской Америке, а для Трампа Латинская Америка – это доктрина Монро. Это будет в большой сделке, а Бразилия это в БРИКС будет. Ну и так далее. Средняя Азия, Закавказье, Южный Кавказ, Ближний Восток. Вот это я понимаю большая сделка. А многие произносят эту фразу, имея в виду, а договорится Трамп с Путиным по Украине или нет. Это не есть большая сделка. Без Украины они о нас договориться могут. Но, как показало время после Аляски, договориться они могут. Воплотить в жизнь свои договоренности без Украины они не могут. И имплементировать в жизнь, о чем бы они там ни договорились, без нас,
И без Европы, как оказалось, Трамп тоже не может. Тут Но он возникает, так махать шашками. тут возникает Да, вопрос пожалуйста, такой. пожалуйста. Вот я сейчас все больше и больше вижу в медийном пространстве от разных политиков, там, от нардепов, от людей, ну, публичных, которые выступают. Вот такой как бы нарратив, что для Украины главное сохранить государственность, а не только вот там территории. И вот сейчас вот выбор такой, то есть государственность или территориальная целостность. А, Есть в этом, ну вот если бы мы услышали это, например, год назад, полтора года назад, это статья. Ну это статья, да, про территориальную целостность. Ты что, посягаешь на границе государства Украина? А сейчас выбор стоит вот так. И все больше об этом говорят и понимают. То есть у тебя или государственность, или у тебя, собственно, там твои территориальные э, незыблемые еще вчера вот эти все линии и кордоны. Саш, вчера много было чего незыблемого. И про НАТО, наш путь туда, и про другие вещи. Все в мире зыблемо, и все в мире подвижно. Так же, как подвижны границы. Практически любые войны, это плохо, я просто констатирую факт, что-то хорошего нет, это плохо. Любые войны меняют границы. Мы когда хотим разжалобить американцев трагедии, смертями среди гражданских детей, нам не удастся их разжалобить. Американцы больше всех в мире воевали за последние лет 70-80. Они знают, что такое бомбить, заходить и так далее. Это не те, кого можно разжалобить такими эмоциями. Это первое. Второе. Я не хочу хвастаться, но думаю, что половину из твоих экспертов, кто ставит на весы, вот нам надо решить государственность или территориальная целостность, не ответят тебе на вопрос, а что такое государственность в их понимании. Ну, что это такое? Нам надо сохранить или государственность, или территориальную целостность. В самом этом или ну, уже говорит о том, что они не очень в политологии. Я бы сюда по-другому сказал. Я бы сказал, а где здесь люди? Потому что в любой дискуссии идет речь о территории. А люди? А война на истощение, а территории-то могут остаться. В руинах, но территории. Там людей, правда, не будет. Тогда зачем территории без людей? Так мы люди или мы территории, или в комплексе? Вот это дискуссия. Вот это я понимаю. Государственность Украина сохранила уже тогда, когда Россия вышла из-под Киева. В тот момент, в ту секунду, Украина уже сохранила государственность. Поэтому те, кто вот манипулирует этой историей, или не знают, или хотят поумничать, или пытаются кому-то понравиться. Украина как государство себя сохранила. Да, наверное, будут пока как-то видоизменяться границы. Вот посмотри, Азербайджан и там, да, Армения с этой Нахичеванию и другими аспектами. Другое дело, мы для себя другое должны решить. Война, ну, подошла к своему тупику. Посмотри, что сделал Трамп, какой он красавец в этом плане, и как сегодня улыбались друг другу на шоссе Пашинян и Алиев. 30 лет конфликта и военных действий закончилось. 30 лет. Что это дало кому из них? Ничего. А сейчас у них наступает новый этап. Они просто будут торговать друг с другом. Мировая история говорит о следующем. У тебя есть всегда выбор. Если ты находишься по соседству, ну вот, да. Или ты воюешь, или ты торгуешь. Лучше торговать. Вот сегодня между Баку и Ереваном начинается новый этап. Они будут торговать, зарабатывать деньги и решать каким-то образом свои геополитики. Я думаю, что и нам предстоит это решение. Поэтому государственность Украина сохранила. Определенные территориальные потери, безусловно, будут. Чем раньше мировая элита Запада и Востока найдет, как привести всех нас к компромиссу и закончить это кровопролитие, тем меньше территории мы потеряем. И, конечно, тем больше людей мы сможем сохранить. Вот это, на мой взгляд, вопрос номер один. Он главней многих и многих других вопросов, хотя записные профессиональные
для кого патриотизм профессией стала, да, они, конечно, сейчас в меня тапки бросали бы, помидоры кидали и так далее. А я считаю, что то, что я говорю, это самый, что ни на есть, правильный украинский патриотизм. Сохранить людей, которые будут восстанавливать Украину в поствоенный период. И второе, нам надо договориться друг с другом, иначе внешний враг скоро закончится, и война, наверное, скоро закончится в добрый час, и мир к нам придет. Ну, так, Но те противоречия, которые есть внутри общества, если мы продолжим вот так, если мы продолжим так неуважительно относиться к русскоязычным гражданам Украины, если мы продолжим топтаться, да, по каким-то историческим моментам, ну, нас ничего хорошего не ждет. так, Ну вот и все. А понимаете, тут, да, понимаете, в чем дело? Тут же возникает такой тогда аспект, очень так неясный многим. А, Вот убийство Порубия. Вот. Понимаете, это же даже как-то, даже хохма какая-то, да, вот везде российский след. Нам показали там какого-то мужчину, которого поймали, что это типа он. Он там искал своего погибшего или пропавшего без вести сына. Они ему пообещали показать, россияне, показать ему могилу или там, не знаю, перед... И надо кого-то убить. Кого? Да хоть кого. О, я Порубия часто вижу, во Львове нахожусь. И вот это вот все. Вместе с этим говорили, я же помню, все читали эти заявления с субботы, да, когда это произошло, что это суперпрофессионал, там, одежду там избавился, в общем, действовал классно, то есть все готовилось достаточно давно. То есть вот настолько продумано. Да елки-палки. Вот уже даже оскомину набивает этот везде российский след. Хотя Порубий, это же был комендант Майдана. Порубий сопровождал, когда оружие в футлярах выносили из ну, с гостиницы «Украина». И мы вот, получается, вот имеем вот такой брифинг сегодня. Вот как вы прокомментируете это? Это подчищают хвосты, зачищают вот этот период, чтобы потом я никто не прочту, вспомнил? я прочту свой пост, который я написал через там несколько часов после того, как вышла эта новость. Я прочитал все комментарии в социальных сетях, что пишут одни, что пишут другие. Потом вспомнил комментарии после убийства Фарион, потом вспомнил комментарии после убийства Портнова. И ты знаешь, Саш, читаешь комментарии людей, граждан одной страны, а нам всем жить в этой стране после войны. Мы ж едині як ніколи. Вот читаешь это все и ужасаешься. И вот я написал, могу даже прочитать, чтобы было понятно, что я читаю. Да? Страна разорвана на части. Разные взгляды, разные убеждения, патриотизмом прикрывают воровство и невежество, агрессия к любому иному мнению, ненависть друг к другу, нежелание услышать и понять друг друга, желание возвыситься за счет унижения другого, запреты, угрозы, запугивания, шантаж. Многое держится на страхе. Как будем жить? С кем будем жить? Как и какую страну будем восстанавливать в этой ситуации, сказать трудно. А это ж правда. Я не буду никак комментировать. Когда он был жив, старожилы моих программ помнят, сколько программ я посвящал товарищу Порубию. Сегодня ничего не буду говорить, его уже нет. А мертвых, ну зачем? А что касается следствия, там, российский след, испанский след, то мы с тобой будем комментировать. То есть сегодня никто не знает, кто это и какую игру начал. Меня же другое интересует. Меня же не следствие особо интересует. Потому что правду мы не узнаем в ближайшее время. А у нас с тобой нет, Саша, возможности. Ни у нас с тобой, ни у читателей, зрителей наших. Ну, нет и не будет возможности узнать правду. Значит, мы узнаем только какую-то частичку правды, которая, так сказать, будет общедоступна. Правду не узнаем. Меня другое. Я же живу здесь. В отличие, может быть, от многих твоих гостей, которые не живут здесь. Так вот, меня пугает, что это не первое убийство, неважно кого, кто как к кому относится политически. Это не первое убийство, больше схожее на казнь публичную.
центр большого города, среди бела дня, никто никого не боится, показушно. Вот это меня пугает. Потому что в стране такое количество оружия, такое количество вот этого всего, что здесь вот это нерв такой оголенный у людей. И если раньше выяснять отношения друг с другом можно было и выпускать пар на ток-шоу, ты помнишь, как на ток-шоу даже сажали? Там, мальчики слева, девочки справа, да? Эти приверженцы вот этой идеологии, а тут вот это. И понеслась. И зрители вот это вот, да? Сейчас я боюсь, чтобы пар не начали выпускать вот так. Ты мне не нравишься, ну вот это страшно. А если мы сейчас с тобой займемся выяснением, какие версии, кто это мог. Да, есть 3-4 версии, конечно, я тоже согласен. Есть и про сакральную жертву, почитайте историю, что начиналось иногда после сакральных, ну и так далее. Может ли быть российский след? Да тоже, наверное, может быть. Я не очень понимаю, нахрена, но, наверное, может быть. Может быть, другой след внутренний тоже может быть. Может ли быть бизнесовый след какой-то? Может быть. Мы что с тобой, Саша, знаем жизнь Порубия последние там 3-4-5 лет? Я не знаю. Чем он занимался, с кем, почему. Да, у нас все, что мы помним? Майдан, декабрь, февраль, Одесса, май. Ну, вот это мы все помним. Но слушай, 11 лет, 11 лет прошло. Такое, не знаю. М, Поэтому Ну, что я буду давать оценку? зато во Львове вот порадовали. Вот порадовали так порадовали. Львовский ТЦК сообщил, что все 100% случаев сообщений с видео о беспределе мобилизации во Львове это фейки. Все, ничего нет, это фейк. Эти все видео, не верьте, это постановка, это все, это не то. Вот Видите если бы как? я был бы на высокопоставленной должности в Министерстве обороны, то вот этот начальник ТЦК у меня бы завтра утром поехал бы под Покровск. Не потому, что он солгал, не потому, что он плюнул в лицо гражданам Украины, потому что он сказал, да вы, блядь, никто, народ, вы вообще никто, а я царь и бог. Вот за это он бы у меня поехал под Покровск. И тогда бы все увидели бы, что ну как-то у нас что-то работает. А так создалась каста неприкасаемых и очень богатых, которые через год разбегутся по местным советам, станут депутатами, может быть, прокурорами, замминистрами, заммэра, замгубернатора, губернаторами. А вот все эти, да, руководители ТЦК, они уже почувствовали вкус двух вещей. Запах огромных денег и вкус власти. Когда война закончится, вкус власти у них закончится и запах больших денег закончится. А останавливаться не хочется. А где есть запах больших денег и вкус власти? Правильно, надо идти во власть. Вот они и пойдут во власть. Вот о чем надо дискутировать в стране, а не на каком языке кто там какую сказку в детском садике прочитал. Вот это глобальная дискуссия. Что будем с экономикой делать? Какую модель? Сейчас весь мир об этом говорит. О технологиях, о технологических прорывах, о логистических цепочках, о производственных цепочках. Вот, хоть кто-то об этом говорит? Нет. Говорят о чем? Выйдешь за границу, криминальная ответственность. Вернешься, криминальный ответ. Сюда пойдешь, криминальная сюда. Что это за диалог власти и людей? И причем говорят же об этом нардепы, как там Дунда его фамилия, да, или я не помню, как его фамилия. Вот чего ты сказал, хочется ему спросить. Ты чего? Вот ты к кому обращаешься? Так мы будем возвращать тех, кто уехал? Или нам не надо возвращать тех, кто уехал? И самое главное, криминальная ответственность за пересечение границы там без разрешения. Я согласен. Я готов двумя руками поддержать инициативу господина Дунда. Готов, без иронии. Если первых 10 криминальных дел будет в отношении родственников нашей элиты. Все, я готов. Все дети, племянники, дяди, кто там уехал и там, купается в роскоши в каком-нибудь Монако, они же все уехали. Вот я готов. Первые 10 криминальных дел в отношении них, а потом в отношении обычных граждан. Но они же так не хотят.
Понимаешь? Вот в этом наши проблемы большие. Ну, у нас проблема большая еще. Мы вот начинали с ШОСа, да. Разродился украинский МИД заявлением. Отсутствие упоминания войны в Украине в декларации саммита с ШОС – это провал Москвы. Крупнейшая со времен Второй мировой война шла в Европе и не нашла отражения в итоговом документе, хотя там упомянуты другие конфликты и теракты. Это свидетельствует о неудаче Кремля навязать миру свой взгляд на войну против Украины. Перемога, Дмитрий, Я, перемога. честно, ну вот ты читаешь, я нет. Я не очень понял, что ты сейчас прочел. Если это заявление нашего МИДа, то как раз неупоминание об ужасах войны, это как раз говорит чуть-чуть о другом, скажем, мягко. А вот, потому что а в каком аспекте ее должны, я не очень понял, да. То есть я не понял. Ну, наш МИД, ну, пишет, и окей, ну, написал. Что-то должны написать. Тоже, окей, неважно. Но просто, а, понимаешь, какая история здесь вырисовывается? Складывается ощущение, что восточные партнеры Путина более последовательные и системные в помощи русским, чем европейские партнеры в отношении нас. Вот Европа много болтает и мало делает, а тот же Китай очень много помогает России, там и в санкции обходить, и в экономике России и так далее. Индия, Европа, другие. И вот я вспоминаю, как мы оскорбляли Моди, что он там обнимался, значит, с Путиным. Ну так и Трамп вроде приобнял. Более того, Си Цзиньпин не расстелил красную дорожку перед Путиным, как это сделал Трамп. Мы сегодня говорили об этом в начале. До тех пор, вывод делаю, пока мы не поймем, что мир не черно-белый, не однородный, не однослойный, что с русскими торгуют полмира. Кстати, американцы тоже. И европейцы, кстати, черт возьми, хочется европейцам сказать, слушайте, вы определитесь, если вы с нами против русских, прекращайте у них закупать СПГ. А то вы в бюджет России, товарищи европейцы, положили бабла больше, чем вы потратили на нас. Вот цинизм. Моди ж не кричит на каждом углу. Цинизм еще заключается в том, что у нас этого газа нет. Нет в хранилищах. Вообще непонятно, что будет зимой с грядущей, потому что катастрофически, ну вот, мало вот этого свободного газа, миллиардов кубометров, да, потому что надо, чтобы было примерно 10, да, ну как-то протянули с 8 прошлый год, прошлую зиму. Сейчас, Сейчас 6,5 свободного газа, да. ну, то есть и того меньше. С другой стороны, понятно, может, людей меньше, и поэтому, а предприятий тоже, и поэтому кто его, где его жечь, этот газ? Но риск большой, что города замерзнут. Друзья, давайте подведем Мне итоги. еще, извини, Саш, извини, мне еще понравилось, ну ты про газ заговорил, про зиму, мне еще понравилось, выходит Марьяна Безуглая и сообщает радостную для всех новость, причем она настолько радостная, что, конечно, после того, что она сказала, люди захотят все вернуться сюда. И, конечно, не уехать отсюда. Вышла Марьяна, говорит, ребятки, девчатки, лето закончилось, мол, нас ждет херовая, блэкаутная там зима. Сказала и ушла. Просто, знаешь, вот, вот если бы я сейчас мог, я бы задал вопрос Марьяне, нормальный человеческий вопрос. Она же политик, она элита, она представляет украинский парламент, она же разговаривает с народом Украины. Я бы ее задал один вопрос, один человеческий вопрос. Марьяна, вот вы это зачем сказали? Ну вот какова цель? Ну нельзя ж просто, вот это мы с Шелестом можем, ну брякнули и брякнули, что с нас возьмешь? Ну кто мы такие? Ты же народный депутат. Ты для чего это сказал? Ну будет блэкаут. Будем думать, как с этим справиться. Не в первую зиму, не в первый раз. Четвертый год. Народ как-то пытается... Ты для чего? Ну, должна быть какая-то цель. Или запятая должна быть. Что, ребята, нас ждут тяжелые времена, запятая. Поэтому правительство и парламент делают то-то, 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 чтобы... Ну, ты для чего это сказал?
Да что же вы все пугаете людей, черт возьми. Каждый выходит и пугает людей. А потом говорят, не-не-не, все должны вернуться. Куда? Да, подведем итоги нашего опроса сегодняшнего. Вступит ли Украина в ЕС? 5% да, однозначно. 24% ЕС к тому времени развалится. 31% все беды от вашего ЕС и НАТО. И 40% нет, поматросят и бросят. Видите как, 40% считает большинство. Ну, нас уже давно матросят, это правда. Это же мы в угоду ЕС, там морковку держат уже много лет и уничтожают нашу промышленность. Это правда, никто нас туда не собирается брать. А вот третий пункт у тебя, все беды от вашего ЕС, я категорически не согласен, потому что каждое государство должно думать за себя. Не надо свои проблемы скидывать на других. Наша задача работать так, как работают другие государства, учитывая собственные интересы. Вот и все. И тогда не будет все беды от кого-то там. От нас. Внутри нас многие-многие беды за эти 32 года. Потому что в 91 году Украина была в тройке по потенциалу экономическому. Я про оружие не говорю. Просто по экономике. Мы были в тройке. И где, что, у кого и как. Поэтому, ну, такое. Да, перейдем к вашим вопросам. Здесь, конечно, спивака в комментариях бьют во все колокола. Говорят, красная дорожка была у Путина на шоссе. Почему это? Почему этот спивак не говорит неправду, Отвечаю, манипулирует? давай сразу отвечай. Давай, да, пожалуйста, люди, господи, как же мне с вами вести дискуссию? Скажите, пожалуйста, красная дорожка – это коврик красного цвета или это символ высочайшего? Вы о чем? Когда я говорю красная дорожка на Аляске и отсутствие красной дорожки в шоссе, я говорю о том, что там встречал Трамп, а здесь не встречал замминистра торговли. Если вам это непонятно, и вы хотите со мной вступить в дискуссию, мне неинтересно. Давайте чуть-чуть, пожалуйста, ребят, что дорожку можно покрасить в зеленый цвет. Дальше. Вопросы давайте. Пройдемся сообщество YouTube. Значит, вопрос. Спивак топил за более 20 соглашений по безопасности с Европой, а сейчас что не призывает Европу к действию по выполнению соглашений? Или то было актуально тогда, для пиара? Обоснуйте. Винницкая область, боюсь писать город. Пользователь Waterman. Видите как, вы боитесь писать город, а я не боюсь с вами разговаривать на сложные темы. Это уже мой вам ответ. Это первое. Второе. И тогда, и сейчас я последовательный. Тогда я говорю, что договора не о гарантиях безопасности, а договора о совместной деятельности в оборонной сфере. Очень важная история, запятая, если Европа будет следовать тому, что там написано. Второе. И тогда, и сейчас я говорил, что европейские элиты глобальные, леваческие, слабые, трусливые, двуличные. Я про Европу говорю многие-многие годы. Я абсолютно последовательный. Это вещи разные. Те договора важны, если их выполнять, и бессмысленны, если их не выполнять. Что из этого будет, не знаю, и вы не знаете. В чем вы видите, в чем вы увидели здесь, так сказать, да, нестыковку? Пользователь Рекса. Это все, извини, Саш, это все равно, что сказать, а вот, вы же там сказали, что Будапештский меморандум когда-то, это ж хорошо, а они ж, суки, нас кинули, так здесь нет противоречий. Будапештский меморандум тогда, это был правильный документ, другого не придумали, а потом нас кинули. Ну, кинули. Так. Так не Пользователь, надо было бы Будапештский пользователь меморандум, Рекс. надо было другой. Значит, вопрос Дмитрию. Почему вы настаиваете на прекращении огня, а потом выборы? Россия провела выборы без прекращения огня, даже на новых территориях, которые, на секундочку, признали в мире. Почему Украина придумывает причины? У нас же прямой эфир с тобой. Можно я отвечу на этот вопрос, если сейчас я задам вопрос этой зрительнице или зрителю, быстренько напишет, и я продолжу. И ты мне потом задашь. Скажите, вы где живете? Можете город не называть, просто скажите, в Украине или нет. И я вам отвечу на вопрос в зависимости от того, где вы живете. Давай следующий, Саш. И потом вернешься к этому.
Добрый день, Александр, Дмитрий. Вопрос Дмитрию. Школьников минус 64 тысячи. Эти уникумы вводят в 12-летнюю систему образования. Сколько в следующем году еще отминусуется? Добра вам, вашей семье, Александр, Дмитрий, Кирилл. Спасибо, Кирилл, и вашей семье добра. И, да, ну, это проблема огромная. Ну, я с вами согласен, здесь даже спора у нас не получится. Проблема демографии, проблема образования, усредненного, средненького. Нас же все в Европу загоняют, слабым, усредненным. Ну, согласен с вами. Более того, выступления некоторых народных депутатов, что надо там с 10 класса изучать, значит, как сражаться. Выступление какого-то военного командира, мужа народного депутата, говорит, что с детского садика надо. Ну, уезжать будут люди. Так поговорим еще друг с другом и будут уезжать. А кто будет работать? Что такое демография? Кто-нибудь задумывался из наших народных депутатов? Что такое демографический кризис? Кто будет строить Украину через 20 лет? Как будет пенсионная система, если целое поколение уехало? Кто уехал сегодня? Работоспособные люди. Да? То есть 30, 50. Дальше. Кто сейчас могут уезжать, если захотят, если мы продолжим так? Родители тех, кому там, да, а родителям этим сколько лет? 28, 35, 40. Вы понимаете, какой провал может получиться в нашей стране? Что касается системы образования НУШ, я ее не очень буду критиковать, но она мне во многом, ну, в каких-то аспектах я ее не очень понимаю. Хотя мои две девчонки учат, ну, одна учится, вторая вот сегодня 1 класс пошла. Не очень я понимаю вот это все как-то. Ну, все говорят, что это современно, что это правильно. У меня другое мнение, но тут уж что? Что уж тут? Тут уж как? Василий спрашивает, жалко ли вам Порубия? И признается, что ему вообще не жалко, потому что Одесса 2 мая. Я ответил уже на вопрос в нашей программе. Мое отношение к Порубию, когда он жив, это было мое отношение, и я об этом говорил вслух, он был мой политический оппонент. Сегодня вы что хотите от меня услышать, ребята? Не расчеловечивайтесь, Эдвард спрашивает, на мой взгляд. Эдвард, хочется спросить у гостя, скажите, недавний подрыв офицера ФСБ в московском детском мире, это теракт или гениальная операция украинских спецслужб? Спасибо за ответ. Ответ. Шпион и разведчик. Это же одинаковые профессии. Но если наш, это же разведчик, а ваш шпион. Вот так мир устроен. Для одних это будет теракт, для других это будет спецоперация спецслужб. И наоборот. Запомните, шпион и разведчик – это одинаковая профессия, смотря с какой стороны смотреть. Киллер и снайпер. Да? Дмитрий, а вы можете объяснить, почему свобода в Украине – это политика запретов? Спасибо, всем добра. И хрен его знает, как мне это объяснить. То ли Джордж Оруэлл у нас стал главной книгой. Плохая эта история. Запрет на свободу и закручивание гаек в Украине обычно не приживается. Гайки срываются, а вот выдержит ли Украина еще один срыв гаек, я не очень как бы, верю в это. Поэтому каждую программу я ничего не боюсь говорить об этом вслух. К сожалению. Что мне еще вам ответить по свободе слова? Когда выходит народный депутат, как Смоглюк, Василевская Смоглюк, да, и говорит, что-то у нас много свободы стало, надо как-то поменьше. Ну, мне это прокомментировать. Ну, вот как? Не хочу я это комментировать. Думаю, люди все понимают. Хотя, друзья, когда открываешь социологию, есть ощущение, что не все люди понимают. И от этого становится как-то грустно. То ли мы такие, то ли социология такая. Трудно сказать. Алексей, добрый вечер, Александр Дмитрий. Вопрос Дмитрию. Зеленский в итоге будет Маннергеймом или стальным дикобразом? С уважением. Стальным дикобразом порекомендовали всем нам быть Урсула фон дер Ляйен. Она не к Владимиру Зеленскому лично обратилась. Она сказала, что ей, Урсуле, хочется, чтобы мы были стальным дикобразом.
Ответил бы я ей, да не хочу, женщина, все-таки, но вы понимаете. Что касается политической фундаментальной роли Владимира Зеленского в будущих процессах выхода на мирное соглашение, то я думаю, что мы все будем этому свидетелями. То, какие линии Маннергейма, где кто прочерчит, как это все будет происходить, какие гарантии безопасности Владимир Зеленский сможет отбить, что мы сможем добиться, доказать Европе, Трампу и так далее, чего не сможем, что нам удастся, чего не удастся. Но после заключения хоть какого-то мирного соглашения мы вернемся в собственную семью государственную. Нам придется друг с другом разговаривать. Всем нам внутри, вот здесь. Вот это интересная и важная история. А то, что Владимир Зеленский сейчас летит в Париж, ну, наверное, летит, то Европа это единственный форпост. Мы же в Европе находимся географически. Значит, в будущей архитектуре европейской безопасности Украина же будет принимать участие, субъектное участие. Мы же имеем субъектное право. Я вообще считаю, что украинская армия сейчас номер один в Европе. Ну, по многим процессам. Пол Европы уже легли бы, да, за эти 3,5 года, если бы Россия на них напала. Поэтому Украина имеет право сегодня требовать какие-то фундаментальные вещи. И какая бы ни была Европа, какие бы ни были эти лидеры, там, да, двуличные, аморальные, циничные там, и так далее, у нас других нет. Поэтому нужно вести диалог с Европой. И правильно делает Владимир Зеленский, что туда летит и в 10-й, в 20-й, в 30-й раз, ну, пытается как-то консолидировать, черт возьми, эту Европу. Что из этого получится? Не знаю. Почему? Потому что у каждого европейского лидера к Трампу есть свои вопросы, которые не очень связаны с нами. Вот в этом и заключается, к сожалению, реал-политик. Так, следующий вопрос из чата трансляции. Давайте здесь ваши вопросы. Вопрос гостю. Убийство Порубия разве не предупреждение националистам, чтобы не рыпались при сдаче территории в рамках мирного договора с Россией? Не думаю. Ну, сложный, это такой интересный вопрос для меня. Мы же не готовимся в прямой эфир. Не думаю. Вы так это охарактеризовали. Почему Поруби? Почему кому? Какой сигнал? Не думаю. Хотя, не исключено и так. Я же вам говорю, я же сказал вам, что есть несколько версий. Но вы знаете, друзья, чем я отличаюсь от многих людей, называющих себя экспертами? Ну как я могу в прямом эфире позволять себе сейчас глубоко пуститься в рассуждения о версиях, но если мы с вами ничего не знаем? Ну поверхностное у нас знание. Мы не знаем главного. Ну, как минимум, да? Что делал Поруби и чем он занимался последние лет 5-7? Ну я этого не знаю. А это же очень много. Значит, то, что касается, то, что сказали вы, да и это можно рассматривать. Тоже можно. Тоже есть, имеет место быть. У меня был такой товарищ, мне очень нравилась его эта умная фраза. Его спрашиваешь, как думаешь, это? Говорит, имеет место быть. Или да, я тебя услышал. Вот это одинаково. Имеет место быть. А, Как долго Зеленский хочет быть у власти, по вашему мнению, Дмитрий? Скажи, пожалуйста, нам ответила та телезрительница, которая очень интересовалась, почему мы выборы не проводим? А то у меня складывается Не ощущение, вижу. что человек написал вопрос и свалил. То Ну, есть человека не смотрите, очень интересует ответ. другой пишет, что из России. Вот, но это другой пользователь, не тот, который задавал. Какая разница? Ну, вот из Если России, из да. России, то я не буду конкретизировать десяток причин, почему на территории Украины сейчас невозможно провести выборы. Ну, потому что вас это не особо должно интересовать, вы житель другой страны. Если с Украины, то люди и так знают, поэтому срок, который будет действовать на территории Украины нынешний состав парламента и нынешний верховный главнокомандующий обусловлен сроком окончания войны. Только после войны плюс 4-5 месяцев минимум можно будет говорить о проведении в Украине реальных демократических выборов с подготовкой территорий и организационными моментами, с определением, какие партии участвуют, какие нет и почему, с определением, что у нас со свободой слова, средствами массовой информации, единым марафоном и так далее.
с определением людей, которые проживают за границу, в каких городах, в каких странах, какого возраста, где эти списки брать, кто контролирует, как это можно провести, вообще технически, если за границей, там по разным оценкам от 5 до 8 миллионов, где, как голосовать и так далее. С определениями мест голосования внутри Украины, потому что многие регионы разбомблены, ну, и так далее. Я могу эти вопросы, нормальные чешские вопросы, да, реестр выборцев. Я могу их продолжать полчаса. Поэтому еще раз, давайте тему закроем. И де юре, и де факто, политически. Да? Парламент и президент на сегодняшний день, в нынешней ситуации, легитимны. Закончится война, пойдем на выборы, будем избирать себе новую власть, будем избирать парламент, будем голосовать за президента, у нас будут какие-то кандидаты, будем обсуждать, только когда наступит мир. А сегодня надо прекращать эту дискуссию, она не имеет под собой никакой подосновы. Ну, смотрите, по документам войны нет, отмечает чат трансляции. Люди. И ни в России нет войны, ни в Украине нет войны. По документам у нас есть военное положение, а по жизни у нас есть война и каждую ночь прилеты и гибель людей. Не по документам, сука, по жизни. Вот просто по жизни, в жизни. Какие выборы? Вы о чем? Россия же провела то, что можно назвать выборами. Когда? Ну, в Запорожской, в Херсонской области и по А территории. это выборы были, да? Ну подожди, я не хочу. Смотрите, а как у нас? Тут же вопрос. Сейчас отвечу. Тут же вопрос стоит о легитимности. Претензия противной стороны. Александр, в я том, никогда что не думал, кто будет подписывать. да, я никогда не думал, что тебе захочется, чтобы на территории нашей страны провели такую профанацию и назвали ее выборами. Я все-таки хочу, чтобы после войны мы провели выборы с участием всех, с отсутствием цензуры, гонением на инакомыслие. Я не хочу профанацию для галочки. Я хочу выборы со всеми высказанными мной вопросами. То, о чем говорите вы, это не выборы, это профанация. Поставить галочку. Я так не хочу. Ну, конституция на паузе это тоже как бы конституция профанация, согласитесь. Поэтому тут тоже такой момент своеобразный. И когда нам даруют право, выпускают 22-летних, да, мальчиков, даруют нам. Это плохая история. Это, ну, при чем здесь одно к другому? В смысле? Конституция на паузе. Конституция норма, что никто не ограничивается в движениях, любой может выезжать, любой, ну, Согласен. понимаете? Согласен. Вот перед тобой сидит человек, который 3,5 года не может выехать за пределы своей страны. Я так и знал, что вам, я говорим? так и знал, что вам 23. Я вот знал. Да, да, Red, не попал. Red Monkey, вопрос. Почему при упоминании Порубия, Фарион и Портнова не вспоминают Киеву? Это может быть звеньями одной цепи. Получается, для кого-то нет границ. Перечисляйте его тоже. Мой ответ не изменится. Вернитесь в мыслях к тому, что я ответил. Можете сюда эту фамилию тоже записать. Какая разница? Можно другие фамилии записать. Слушайте, что я сказал по этому поводу. Дело не в фамилиях. Дело в том, что общество разорвано у нас. Никто не хочет друг друга слышать. Никто не хочет друг друга понять. Вот о чем идет речь. Значит, Вася задает вопрос, почему вы не выходите на протест против того, что Зеленский согласился с Трампом, что можно вести переговоры и воевать одновременно? Вы же были против этого, а значит, вы против Зеленского. Чего еще раз, Саш, прочти для особо одаренных. Почему На вы... протест против чего нужно выйти? Ну, выразить несогласие с тем, что Зеленский согласился с Трампом о одновременных переговорах и войне. Вы же были против этого. Я и сейчас считаю, что более правильно и логично сначала перемирие и остановить кровопролитие и смерть людей. Потом начинать разговоры и переговорный процесс, потому что он очень долгий. И лучше этот долгий переговорный процесс вести уже вне войны, в мире. Я и сейчас за это. Но мы не можем сами это решать. Есть более сильные силы, от которых мы зависим. Мы вынуждены согласиться в этом плане с позицией Трампа. Ну, вынуждены. А что Алексис, сделал неправильно в данном аспекте Владимир Зеленский? Он должен был сам с собой договориться
и не послушать Трампа. Мы же не можем перемирие сделать сами. Перемирие это ж как минимум две стороны участвуют. Ну, что вы тут, вы ерничаете и заставляете меня отвечать на ваше ерничание. Ну, нахрена оно мне надо? Вопрос, Алексис Алекс. Когда выбирали Порошенко и Зеленского, ЛДНР тоже не голосовал. Но для вас это не профанация получается, да? Определитесь. Еще раз, когда выбирали, так наоборот. Порошенко выбирали, Зеленского тоже не Вы же голосовали. как раз сейчас даже не сообразили, что подтверждаете мое мнение. Правильно. Когда выбирали Порошенко, на тех территориях уже выборы провести по законам Украины было невозможно. Вы сейчас сами подумайте, что вы сейчас написали, а потом вернитесь к моему ответу на вопрос про выборы. Так кто ж прав, я или вы? Правильно, там не голосовали. Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний эфир. Спасибо за то, что присоединились. Нас больше 12 тысяч онлайн. Поставьте, пожалуйста, лайк. Спасибо, Дмитрий, за время и мысли. Спасибо, друзья. Мира и добра всем и каждому. Не расчеловечивайтесь и включайте по понедельникам не только канал, чтобы послушать нашу дискуссию, но и критическое мышление. Полезная штука, скажу я вам. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.